Студенты пришли учиться, учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированной акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены. Звонки с незнакомых номеров, трехуровневая защита на телефоне. Бесконечные объяснительные выговоры и отчисления, силовики в стенах университета, разгоны мирных студенческих акций, задержания. Крики, боль, кровь на асфальте и одежде, фамилия в списках на отчисление, уголовные дела, американка КГБ. Такой был мой первый семестр 2020 года. Кроме дедлайнов по курсовым, зачетам и дипломам, на меня взвалили необходимость отстаивания моих же прав и свобод, казалось бы, гарантированных государством. Но по сути нагло и подло украденных им же. От меня требуют молчаливого повиновения. Меня заставляют качать головой в такт льющимся с телеэкранов глупым и циничным словам о моих репрессированных друзьях. Мне твердят их любимое: «Вы не понимаете, это другое». Но, возможно, я понимаю гораздо больше, чем они сами. Я белорусский студент, и это начало моей революции. Сентябрь. День знаний, 1 сентября. Никаких учебников, никаких конспектов, только требования справедливости и правды. 9 числа я вышла на улицу. До 9 числа я была относительно не аполитичным человеком, но никогда открыто не высказывала свою позицию. И 9 числа, выйдя на улицу вместе со своими друзьями, выйдя 10 числа, 11 числа, и видя все, что происходит на улице, видя все это своими собственными глазами, слыша гранаты, которые у меня под ногами взрываются, видя, как давят людей автозаки, я поняла, что молчать нельзя, терпеть нельзя, и таким образом я стала открыто выражать свою позицию. А именно в университете, скорее всего, это произошло после того, как уволили нашего ректора 1 числа, она не вышла на работу, приехал Бондарь 31 числа, как он обращался с студентами 31 числа, что он им говорил: никакой линейки не будет, сворачивайте свою сцену, здесь ничего хорошего больше не будет. 1 сентября стало днем масштабного студенческого марша к Министерству образования. Цель марша – передать Министерству обращение студентов с народными требованиями. Но уже на этапе сбора подписей стало ясно – никто не собирался нас слушать. Утро. А представители администрации вузов уже вызывают нас на разговоры. Угрожают ОМОНом инициативным студентам. В МГЛУ силовики брутально загоняют студентов внутрь корпуса. Начинаются первые задержания. Первым числом мы выходили с БУИРом, то есть сначала подошел БУИР, потом должны были выходить с БНТУ, но закрыли ворота, и поэтому часть БНТУшников вышла только после на марш студентов. Получилось так, что было задержание в районе площади Победы. Тогда вроде задержали одного, вот тогда задержали одного из наших, из БНТУ, ему тоже дали сутки, 8 или 10, я не помню. Студенты БГУ первые вышли к Министерству образования, где их уже ждали экипированные силовики. Точкой сбора разных студенческих колонн стал парк Горького, где объединились КУИР, БГУ и другие вузы. Собираясь в многотысячную колонну, двигаясь по проспекту, темные бусы тенью преследовали и пытались вырвать кого-нибудь из общей массы. Но быстро сориентировавшись, остаток пути мы прошли плотными рядами сцепок. Кульминацией стали противостояния на Немиге. В какой-то момент при виде очередного живого кордона силовиков мы не повернули назад, не разбежались, а не разрывая сцепки, стали нос к носу с правоохранителями. Это было первое открытое противостояние мирного марша силовиков. Но далеко не последнее. Поистине жестокой и темной точкой в студенческом марше 1 сентября стал разгон, избиение и задержание ОМОНом студентов около стадиона «Динамо» и во внутреннем дворике лицея БГУ. Конкретно, когда был студенческий марш, били и били конкретно. Были даже повторяющиеся случаи с августа, когда студентов помечали красным баллончиком,
чтобы их ужесточенно как-то к ним относиться, либо как координаторов, либо как блокировщиков дорог. 3 сентября. После попытки достучаться до Минобра мы начинаем придумывать новые пути коммуникации с администрацией. Песни. С самого начала наш универ оказался в эпицентре событий. Наша администрация выступила против нас с самого начала. Нас не впускали в универ, когда когда студенты пытались спрятаться от ОМОНа, и у нас ОМОНовцы буквально в универе вытаскивали людей. На первой акции в МГЛУ ОМОН врывается в студенческую альма-матер и под крики профессоров, под непонимающие крики молодых людей к администрации с просьбой прекратить насилие, под молчаливое одобрение ректората, людей за руки и ноги уносят в автозак. Мы забились в угол, он какой-то девочка берет, я так, заткнись, иди учись. Потом он подошел, у меня началась истерика, потому что парень очень сильно кричал, его забирали, а администрация просто стояла. 5 сентября. После увиденного, возмущенные произволом администрации и силовиков, студенты БГУ и БНТУ выходят на акции в поддержку МГЛУ. Начинается стихийный марш, который заканчивается задержанием 25 студентов на Карла Маркса. В тот день мы ставим Телеграм под двухфакторную защиту, потому что понимаем, в РУВД незаконно забирают у задержанных студентов телефоны и пишут в локальные университетские чаты. Проходят первые акции в общежитиях МГЛУ. 6 сентября. Студенты всех вузов столицы собираются около цирка, чтобы присоединиться к протестному маршу. Вливаясь в живой поток, нам хлопают и встречают возгласами гордости. Когда мы просто выходим на улицу, да, это протест общий, глобальный, большой. А когда мы выходим четко, мы студенты БГУИР. То есть до этого мы просто выходили на улицу, нас обозначали это безработные. Тут ничего себе, выходят студенты, что с этим делать, как их обозначить. Это тут уже нельзя их как-то облить грязью, нормально не получается. 7 сентября. После каждого проявления силы по отношению к нам мы ищем новые пути протеста. И вот уже 7 сентября аудитории окрашиваются в красный и белый. Студенты начинают записывать видеообращения солидарности. 15 сентября. Протест распространяется гораздо дальше общеуниверситетских собраний. Студенты разных факультетов высказывают свое недовольство режиму. Юрфак БГУ проводит перформанс с повязками Фемиды против правового произвола. Биофак поет песни на ступеньках, а химики уже традиционно собираются в холле, чтобы выразить солидарность с задержанным и выступить против насилия со стороны государства. 16-17 сентября. Начало давления со стороны администрации вузов. До отчислений еще далеко, но и они не за горами. Проводятся советы профилактики в БГУ и в ГРГУ. Нас пытаются душить, но точка невозврата пройдена. По мере того, как протест развивался, у меня появилось очень много новых замечательных знакомых людей, которые выходили на акции с нами. И мне стало очень больно от того, что я знаю, насколько это замечательные люди и какие они светлые, а потом на следующий день появляется новость о том, что их вызывали в деканат и поливали грязью. Говорили там, чего вам не хватает, зачем вы это делаете, что вам нечем заняться. Причем я могу представить, в какой грубой форме это происходило. 21 сентября. Вот и первое широко известное увольнение преподавателя по политическим мотивам. Преподавателя факультета радиофизики БГУ Светлану Волчек увольняют за прогулы за период отбывания суток. Это просто политическая репрессия одного из человека, который имеет свое мнение, который не согласен. И всякая аргументация, мол, это было сделано в рамках трудового права, это все полная ложь, я в это не верю. 22 сентября. В БГУ начинают проводиться молчаливые акции в поддержку Светланы. В моем случае мне было неважно, кто выходит, как выходит, с кем рядом я стою, выражаю свое мнение. У нас мнение у всех почти одинаковое. Мы все выходим за одно и то же, плюс-минус различные варианты того, как ты это сам видишь. И по итогу я дождался момента, просто все уже акции студенческие начались после моего задержания, и сначала я боялся выходить, а потом посмотрел, что люди выходят,
Уже ничего себе, 20 человек, можно и рядом постоять, можно и рядом посидеть. Потом все, и начал так стабильно посещать, стабильно ходить. Начиналось все реально с 1, 2, на следующий день 5, потом уже было там снова 3, а потом 10, потом 20, а потом это начиналось все, каждый день в 3 дня. Абгуир выходит на марш вокруг корпусов. Силовики, как быки на красную ткань, срываются с места и хватают людей без разбора. Протест менее явный, но достойный уважения выражает и студентка БГУХи, отказываясь от президентской стипендии. Это моя позиция, мы надеемся на ваше развитие. 23 сентября. Около Дворца Независимости замечают автобусы с людьми. Минск бурлит и неспокоен. Нелегитимный президент решает втайне ото всех устроить себе очередную фарсовую коронацию. Эту новость мы встречаем так же, как и вся республика. Возмущение и желание поставить гражданина Лукашенко на место чувствуется в воздухе. Красной нитью пронизывают атмосферу учебных аудиторий. Начинаются стихийные акции протеста. Занятия в университетах проходят в сокращенном режиме. Панически боясь любого инакомыслия и проявления свободы, ОМОН приезжает в место, которое должно считаться домом – студенческую деревню на вечернее чаепитие, задерживая собравшихся. Меня одногруппника задержали во время дня инаугурации его. Его задержали, он 2 суток провел на крестине, ему дали штраф. После этого на следующей неделе староста говорит, что ему нужно подойти лично к декану поговорить. Там она ему просто говорила то, что ну вот, зачем ты туда пошел, эти протестуны не знают, что они делают. У них нет никакой цели, и вообще, силовики молодцы, они, порядок поддерживают в нашей стране. Как это можно не любить вот этого господина Лукашенко? Спустя пару недель, может, к нему по месту прописки начали приходить какие-то люди и просто просить его. Он в то время не жил по месту прописки, и он просто понял, что это звоночек, ему пора уезжать. 24 сентября. День после инаугурации. Не смирившись с произошедшим, студенты БГУ проводят локальный марш, а в МГЛУ ректор официально запрещает массовые мероприятия в университете. В ответ студенты издают свой приказ, в котором запрещают ректора. Просто люди, которые учат иностранный язык, так или иначе интересуются жизнью в других странах, культурой и свободой выражения мыслей. А как живут люди за границей. И когда люди понимают, что вот прямо здесь рядом совершенно другая жизнь, они видят этот четкий контраст между тем, что происходит здесь, и тем, что происходит вот прям в стране, которая рядом с нами. 25 сентября. Нас поддерживает и член Координационного совета Павел Латушко. Это не только самое грандиозное приключение в вашей жизни, но, главное, важнейший вклад в завтрашний день. Не забываются и те, кто попал под горячую руку государства. Студенты юрфака БГУ проводят акцию солидарности с политзаключенными юристами Максимом Знаком и Ильей Салеем. 26 сентября. Переломным моментом протеста будущих айтишников становится день, когда студент БГУИР Дмитрий Мазура выступает с речью на ступеньках универа. Это ваши люди, это также ваши проблемы, как и наши. Я был вчера на заседании Миши. И я вам скажу, что она просто сказала 10 суток. Она же там будет таких пачками. Для нее это просто как кнопку нажать, как пирожок съесть. В тот день он еще не знает, что придется отсидеть 38 суток и бежать из страны, пересекая границу на велосипеде. Парня просто похитили, это не арест, это похищение просто. И в такой ситуации продолжать сидеть, да, я на паре. Нет, для меня это так не работает, я не могу так. Мне было тяжело очень. 27 сентября. Начинается политическое преследование студентов ГРГУ. Советы профилактики, угрозы выговоров. Студенты начинают готовиться к худшему. 30 сентября. Наконец сентября анонсируется сидячая акция. Первыми на ступеньки садится БГМУ. Вслед за ним десятки столичных и региональных университетов. В попытках остановить студенческую солидарность администрации вузов начинают ремонт на главных входах. В
В ГРГУ администрация вызывает ОМОН. Одиночный пикет в ПГАТУ также заканчивается задержанием. Администрация запрещала нам собираться на перерывах, вообще любых, и на большом, и на маленьких перерывах в принципе, а также запрещали нам собираться на ступеньках вуза, объясняя это тем, что мы мешаем проходу другим ребятам, и это нарушает технику безопасности. Также выходила пару женщин, снимала нас на видео из администрации, и также у нас в университете в области охраны появился человек, которому дали камеру, и это как наш личный техарь, он ходил на всех переменах, снимал всех студентов, которые вот хоть что-то как-то высказывали и показывали. Итак, мой друг, первый месяц студенческого протеста подходит к концу, и я все еще крепко держу тебя под руку. Октябрь. 1 октября. Целый день на факультете журналистики БГУ студенты раздают стикеры со словами поддержки порталу Тутбай. На сердечках были фразы «Я-мы Тутбай», «Я тут учусь», «Тутейшая». 2 октября. Акция у БГУ. Студенты анонсировали, что выйдут на чаепитие, а после присоединятся к маршу пенсионеров. Задерживают основателя канала «Отчислено» Игоря Кабушкова. Судя по постам, канал захвачен. 5 октября. В конвульсиях администрация МГУ имени Кулешова и БРГУ изменяют правила внутреннего распорядка. Теперь запрещены несанкционированные массовые мероприятия и незарегистрированная символика. Какова главная задача администрации в данной ситуации? Это сделать так, чтобы протестов в университете не было. Соответственно, администрации будет избран наиболее подходящий для этого метод. Но поддержка приходит и придает сил на всю неделю вперед. В момент прохождения традиционного пенсионерского марша мимо МГЛУ бабушки и дедушки поддерживают своих внуков. 6 октября. День чаепития в БГУ. Акции прошли на всех факультетах БГУ, мозоля глаз представителям администрации. Я не знаю позицию администрации, потому что очень многие действия противоречивы. С одной стороны, они, конечно же, вызывают студентов на всякие там разговоры, привлекают их к дисциплинарной ответственности, но с другой стороны, в некоторых моментах они помогают, подсказывают. 7 октября. Здесь убивают философию. На ФФСН БГУ проходит акция солидарности с уволившимся доцентом Павлом Барковским. Около 12 часов на ступенях корпуса факультета появляется траурный венок, цветы и плакаты. Мы живем в стране, где очень принято говорить фразу «вы же все понимаете», и мы все понимаем, что, конечно же, определенное давление, в первую очередь, конечно, психологическое было. Испугавшись громких студенческих голосов, поющих о свободе и победе, к БГАИ приезжает ОМОН. 8 октября. Начинается день общеуниверситетской акции солидарности студентов с бастующими рабочими. Мы призывали рабочих к забастовке. БГАИ и БГМУ обращались к МТЗ, БГУ к МАЗу и Нафтану, БГТУ к Белкалию, БГУИР к Белазу, Белкалию и Нафтану, БГУКи к Атланту и МНПЗ, БГЭУ к МЗКТ. Помните, вы не одни. Мы рядом с вами. Уже вечером ОМОН приедет в студгородок на чаепитие и задержит 3 ребят. 12 октября. Мы снова собираемся на сидячие акции. Тем временем марш пенсионеров подходит к БНТУ. Охрана закрывает ворота, а силовики задерживают студентов. Бабушек летят светошумовые, слышны взрывы и видны вспышки света, а в глаза распыляют перцовый газ. Одному участнику марша неизвестный в балаклаве стреляет в спину. 15 октября. В середине октября мы просыпаемся и видим обращение Светланы Тихановской, которая призывает помнить. Сейчас мы все сдаем самый ответственный экзамен в нашей жизни. Подготовка к экзамену уже началась. 16 октября. А давление на нас выходит на совсем новый уровень. Ни с того ни с сего публикуются изменения в постановлении Министерства финансов и Министерства образования. Студент должен не только иметь положительные отметки, но и иметь менее 10 часов пропусков по неуважительной причине. В случае превышения часов студенты лишаются стипендии.
Чем более это активный человек в именно студенческих протестах, тем больше шанс, что у них отберут стипендию или просто исключат. Нас откровенное издевательство не устраивает, поэтому мы сами устраиваем похороны стипендий. Вся лестница, вот входная в 4-й корпус, была вся в людях. Люди там рядом стояли. Много людей стесняются пойти и стать, но они могут постоять рядом, стоят там, это рядом возле входа, там сразу курилка, люди стоят тоже хлопают. Их можно так косвенно отнести. Поэтому да, наверное, порядка 100. Больше, может, было и больше. 17 октября и марш молодости. Пожалуй, самый отчаянный марш. 43 задержанных и очередная отправная точка в моей революции. 19 октября. Происходят судебные процессы над задержанными студентами. Все мои друзья получают сутки. Лишь одно дело отправляют на доработку. Я с мыслями о том, через что проходят мои однокурсники в этот момент, сажусь на холодный пол университета. Потому что сидеть в аудитории и делать вид, что на улицах не бьют и не убивают, не позволяет совесть. Будучи, представителем социальных наук, смотреть на все это очень сложно, очень больно, потому что невольно приходится занимать не одну какую-то конкретную позицию, что я, мол, против. Ну, конечно, условно, как гражданин я занял конкретную позицию, что я против, но при этом всегда какая-то часть рефлексии, она уходит на то, чтобы кого-то там оправдать за его там действия, и это разрывает, это как будто делит себя на две части, которая вообще не принимает и которая вот варится в этом бесконечном, вы же все понимаете. 20 октября. Очередной нонсенс. Устраиваем теплый прием новым ректорам БРГТУ, БГУКи, МГЛУ. Наш бывший ректор, Сикорский Анатолий Викторович, он говорил о том, что ни один студент за политические взгляды отчислен не будет. Но наш ректор, насколько известно, поменялся. И в целом риторика была такая. Отчисленные студенты не из-за политических мотивов. Студенты нарушали закон, студенты нарушали порядок, прерывали учебный процесс, гуляя по университету. И именно это стало поводом к отчислению. 21 октября. Выходит совместная декларация студенчества Беларуси. Небезразличные студенты и студентки, представленные стачкомами и инициативными группами, обращаются к ректорам университетов. Я хочу, чтобы и меня услышали. Но это обращение, как и все мои требования, летят мимо ушей администрации, которая играет роль обезьянки. Не вижу, не слышу, не говорю. А вечером жильцы общежитий БГПУ напоминают: нас 97%. Я никогда не был близок к политике и всегда считал, что это какая-то высокая материя, которую я никогда не смогу понять. Однако, когда я видел, что происходило 9-11 августа, я понял, что я не могу сидеть сложа руки, ибо те вопросы, которые задавались обществу, те проблемы, которые возникли, они уже не касались политики, а касались этики, вопросов гуманизма. 22 октября. Новый день, новый повод выразить протест абсурду в стране. БГУ-ФК не дают собраться, а вот БГАИ, МГЛУ, ФФСН и главный корпус БГУ поют. Тем временем преподаватели и студенты продолжают поддерживать друг друга. Свет, правда и справедливость победят агрессию, тьму и ложь. 26 октября. И, наконец, день народного ультиматума. Сотни студентов на улицах, сотни внутри университетов. Все едины во мнении. Продолжать жить в таких условиях равно подписанию смертного приговора себе и своему будущему. И я где-то среди них. Мы ходим по аудиториям и призываем к забастовке. БГАИ, БГУ, БГМУ, БГТУ, БГУИР, ГРГУ, МГЛУ. В этот день Минск и регионы бурлят амбициями и желанием достучаться до администрации вузов и до тех, кто мнит себя всевластными. От Бреста до Витебска, от Гродно до Могилева, от Гомеля до Минска. Я считаю, что БГУИР начал увеличивать количество тех людей, которые выходили на акции, как раз таки после задержания Димы Мазура, потому что все поняли, что на его месте мог реально быть каждый. То, что ты просто мог прийти на эту акцию, высказать свое мнение, и тебя потом могли просто вот так взять и украсть.
В ГРГУ проректор снимает на видео протестующих. В это время на улице стоит милиция. БМТУ пытается идти по проспекту Независимости, а по итогу студентам приходится прятаться по дворам. Приезжают силовики. МГЛУ идет по коридорам, призывая студентов выходить на марш, в то время как некоторые преподаватели показывают весь уровень своей профессиональной подготовки и олицетворяют собой уровень культуры лукашистов. Преподавателя, который показал средние пальцы студентам, никто не провоцировал, никто не кричал ему там: «Эй, там, ты чё, боишься нас?» или что-то вроде того. Когда толпа студентов непосредственно подошла к тому этажу, в том корпусе, где проходило занятие этого преподавателя, который показал средние пальцы студентам, он стал не пускать их на этаж. Противостояние с ОМОНом происходит и около химфака и юрфака БГУ. ОМОН окружает студентов БГУ. Они становятся в сцепку, скандируя «своих не отдаем». В завершение первого дня забастовки мы присоединяемся к маршу пенсионеров и проходим маршем двух поколений по проспекту к площади Якуба Колоса. Меня тянет за руку женщина и шепчет на ухо: «Становись со мной, я буду тебя прикрывать». 27 октября. Второй день всеобщей забастовки. Университеты выходят на улицу. Раздраженная неповиновением власть плюется с экранов и использует единственный инструмент, который имеет – запугивание. 28 октября. ПГТУ начинают давать выговоры. На студента Бгуир заводит уголовное дело за разговор с проректором. Из разных университетов поступает информация о начале выполнения приказа нелегитимного президента. Я скажу так, этот день был очень знаменательным на самом деле. Это был мой первый день, когда я после отсидки вернулась в университет. И два моих лучших друга, которых отчислили в тот же день, мы с ними после пар разговаривали как раз-таки о том, что вот сказали, что будут отчислять студентов, страшно, вдруг нас тоже отчислят, но они особо не волновались. Проходит пару часов, мне один и второй пишут: нас отчислили. Через час я уже была под университетом вместе со всеми отчисленными ребятами, вместе со всеми преподавателями, которые неравнодушны были к этому. Ребята писали заявление на имя ректора по поводу того, что им заблокировали пропуска, не предупредив их об этом, потому что это нарушение внутреннего устава университета. Также там были журналисты, которые тоже сразу же приехали из нашего университета. В тот день отчислили 18 человек. Сразу вот так вот, просто заблокировав пропуски. То есть никого из ребят не предупредили об этом. БРГТУ отчисляет 9 студентов. О тайных отчислениях сообщается из ГРГУ. Бугуки выходят на спонтанную акцию солидарности против отчислений за неугодную государству позицию. В медицинском стены сотрясают возгласы солидарности с отчисленными студентами. Речь идет о 20 студентах. Около БГМУ появляются люди в форме. Люди становятся в сцепку, начинается разгон. Те, которые там уже были, они там оставались, а новым заходить было нельзя. Поэтому люди собирались около университета, светили фонариками, кричали там «позор». Мои знакомые в это время были в университете и лично слышали, как приходили к администрации и говорили им, что вот, наконец-то приехали. После того, как вышли все из университета, нас ОМОН оттеснил от дверей. То есть, по сути, на самом деле, это очень напоминало ситуацию 9 августа на избирательных участках. Когда комиссии, мы честно ждали, что там ректор через окно на лестнице будет спускаться, потому что слишком много людей было, и все были очень злые. 29 октября. Отчисление друзей вызывает новую протестную волну. Информация о спешном выполнении разнарядки сверху поступает с БГАИ. Отчисляют 3 студентов. В БГТУ отчисляют студентку за одиночный пикет и увозят в РОВД. В ГРГУ тайно отчисляют 2 студенток, в связи с этим происходит акция солидарности. В ГУКе отчисляют 18 студентов. Начинается спонтанная акция поддержки студентов и преподавателей. У нас, как входишь в университет, там турникеты и сразу пост охраны, и пост мужчины, который всех пропускает. И у него на столе всю следующую неделю лежали распечатанные фотографии всех отчисленных ребят, чтобы их, не дай бог, не пропустили в университет или они не зашли почему-то пропуску. То есть как особо опасные преступники. Он следил, сидел, смотрел, чтобы, не дай бог, они не попали в университет. Количество отчисленных в БГМУ достигает 21 человека. Начинаются стихийные акции поддержки. Отчисление 2 студенток БГУ-ФК. В БНТУ студентов пофамильно вызывают в ректорат, где решается, отчисляют их или нет. За утро отчислили 7 человек.
В списке же на отчисление всего 52 фамилии. Увольняют и Наталью Дулину, которая поддерживала нас в нашей борьбе. Я считаю, что эта мера только показывает бессилие режима перед протестом. Потому что пытаться заглушить протест давлением на преподавателя в университете, это уже называется мера безысходности. Мы переступаем рубеж второго месяца студенческого протеста. Ноябрь. 2 ноября. Продолжаются стихийные акции солидарности. Солидарность находится и там, где ее не ждешь. Студентов приходит поддержать даже рабочие в свой перерыв. Теплые слова шлют диаспоры Бостона, Лондона и Кёльна. Академия Свободы и МГЛУ не устают и выходят на акции. Пока письмо поддержки отчисленных студентов из БГМУ переходит отметку в 200 подписей. Медики тоже выходят на марш. Я поняла, что происходит травля со стороны администрации на студентов после того, как тем, кто стабильно выходил на акции, стали приходить повестки в РУВД. На каждой акции администрация стояла внизу и смотрела на нас. 3 ноября. Стоит отдать должное Качановой за смелость. Председатель Совета Республики приходит на геофак и открыто врет в лицо студентам. «Перед вами власть ни в чем не виновата», — говорит она. Мы в ответ на вопрос о том, чего требуют все в аудитории, отвечаем: новых честных выборов, судов над карателями. «А вот это незаконно. Вы считаете, что выборы нечестные, а я считаю, что они честные», — говорит Качанова. 12 ноября нами было прозвано Кровавым четвергом. День, когда КГБ взяло на себя грязное и темное бремя ловли и задержания студенческих активисток и активистов. Каждый из нас сидел на иголках, потому что не знал, придут за тобой или за еще одним твоим другом или подругой. Новости об обысках, о преследовании, о похищении собственных квартир. Ксения Сыромолот, студентка 4-го курса ФФСН БГУ, пресс-секретарь Зідіночення белорусских студентов, волонтерка «Весны». К ней в квартиру приехали с обыском, потом отвезли в КГБ. Алана Гебремариам, выпускница БГМУ, член основного состава КС и помощница Светланы Тихановской по делам молодежи, активистка «Зідіночення белорусских студентов. Была задержана после обыска в квартире, проходит по делу Координационного совета. Егор Конецкий, студент 5-го курса биологического факультета БГУ, активист Вольного профсоюза и «Зідіночення белорусских студентов. У него был проведен обыск, изъяли технику и увезли в КГБ. Яна Арабейко, студентка факультета эстетического образования БГПУ. В четверг около 2 дня к Яне пришли в общежитие. У сотрудников КГБ уже были ключи от ее комнаты. У Яны и ее соседки провели обыск, забрали компьютеры у обеих. После Яну увезли, позволив только взять с собой лекарства. Кася Будько, студентка факультета эстетического образования БГПУ. В квартире, где она жила с бабушкой, прошел обыск. Девушку забрали в КГБ. Мария Коленик, студентка БГАЯ. За девушкой уже некоторое время следили. А 12 ноября, выйдя из дома, она написала сестре: «Меня похитили». Спустя некоторое время Мария в сопровождении 7 силовиков вернулась в квартиру, где прошел обыск. Глеб Фицнер, студент МГЛУ, был задержан силовиками, далее увезен в КГБ. Анастасия Булыбенко, экс-студентка БНТУ. В ее квартире также прошел обыск, нашлась в КГБ. Отчисленный с мехмата БГУ Илья Трахтенберг и бывшая студентка БНТУ Виктория Гранковская нашлись там же. Этот четверг омрачился не только похищениями лучших из нас. Когда ты понимаешь, что вот книги про войну, которые ты читал, какие-то даже фантастические романы, они все становятся явью, и ты понимаешь, что вот ты был книжным каким-то ребенком, который вырос на книгах, который этими книгами жил, а сейчас это все происходит вокруг тебя. И ты понимаешь, что ты теперь герой этих книг, которым надо действовать, у которого нет другого выхода. Вечером становится известно о другой ужасной потере. В больнице от полученных травм погибает Роман Бондаренко. 13 ноября. Сложный психологический день.
Мои друзья в американке КГБ, а еще один белорус не увидит нашей победы. Мы собираемся университетами, мы возводим мемориалы памяти. Минута молчания проходит в МГЛУ, в ГУИРе, БГТУ и Альма-Матер Романа, в ГАИ. В РГУ сообщают о появлении силовиков. Задержание пришедших почтить память проходит и в БГМУ. 17 ноября считается Днем студенчества. Акции проходят в МГЛУ, БГЭУ, БГАМ, в ГУИРе и даже в Киеве. БГУФК и БГАИ устраивают партизанские акции у себя в корпусах. Сообщается об уголовном деле на Влада Мартиновича, студента 4-го курса БГМУ. Третий рубеж пройден. В неволе десятки родных людей. Но я не собираюсь останавливаться. Продолжаю хотя бы ради них. Страх выхода, страх активного протеста, несогласия – это в первую очередь невозможность воспользоваться своим правом на свободу мнений, и, следовательно, это просто этот страх может сковывать и в последующем. Это плохие люди для народа, которые боятся высказать лично свое мнение, но хорошие шестеренки для системы. Декабрь. 1 декабря. Декабрь начался с точечных акций в университетах, инициированных БГЭУ. На стенах корпусов стали появляться плакаты с надписями «Выходи гулять со мной». 3 декабря. Отчисления продолжаются. ГРГУ потерял еще одну активистку. Перед этим ее поставили перед выбором – закрыть глаза и отказаться от своих моральных принципов, либо потерять место в университете. Она выбрала последнее. 5 декабря. Проходят акции поддержки рабочих заводов в ГЭУ. Плакаты и рисовки в национальных белорусских цветах появляются и в БГТУ. 9 декабря. Работники БГТУ отправляют открытое письмо администрации университета. Более 200 человек призывают руководство университета не прибегать к репрессивным мерам по политическим мотивам. Я считаю, что протесты студенчества трансформируются. Они не сходят на нет, они просто переходят вообще в другие формы. Люди в начале всех этих протестов думали, что в щелчок мы сможем победить, выиграть, и все пойдет. То есть тогда было как-то регулировкой, рычагом давления на нашу администрацию, допустим, это были только митинги. То есть рычаги давления просто перешли из уличных протестов в более такие изощренные, которые больше давят на администрацию, чем они даже думают. У нас открывается второе дыхание. БГУ становится первопроходцем и проходит решительным маршем по проспекту Независимости в поддержку отважных пенсионеров, которые продолжают выходить на марши каждый понедельник. 10 декабря. Столетие БНТУ проходит с блеском. На сцене ректор целует икону. Бывший президент обвиняет во всех бедах загадочную смену поколений. Тем временем студенты пишут 113 зарубежным партнерам БНТУ письма на 5 языках с доказательством репрессий по отношению к студентам. А киберпартизаны кладут сайт на пару часов. Студенты продолжают уходить в стачку. 11 декабря. Выходит сильное видеообращение преподавателей и сотрудников ПКУКи. У меня есть мечта. У них есть мечта преподавать в аудиториях у свободных и независимых студентов. А БГМУ в это время принимают эстафету БГУ и двигаются маршем рядом со своей альма-матер. У нас в БГМУ протестное движение напоминает серию книг о Гарри Поттере. Если вначале это все светлая, радостная сказка, то потом сказка становится мрачнее. Сейчас акции студентов – это акции партизан. Университетом руководят преступники, которые уже совершили действия, которые можно трактовать как преступления. Они не пускали адвокатов, студентов в университет. Они запугивали студентов, угрожали их родителям, обещали родителям посадить студентов, их детей, по статье там экстремизм, терроризм. То есть такие статьи, под которые сейчас можно приписать все что угодно. 15 декабря. Вслед за БГМУ партизанским маршем прошелся БГУИР. 16 декабря. За БГМУ витебские студенты. 18 декабря. За витебскими боевыми товарищами БНТУ и МГЛУ. И будут продолжать выходить. Студенчество должно продолжать
гнуть свою линию и, несмотря ни на что, просто выражать свое мнение. Это единственный наш выход. Людей стало поменьше выходить. Но в головах белорусов никогда уже не поменять ничего. То есть все, что уже в голове, это никогда оттуда не выбросить. Поэтому настанут теплые времена, и если ничего не поменяется, я уверен, что люди опять встанут, люди опять пойдут. Но всех не отчислят, всех не уволят, всех не посадят. Эта осень, возможно, самое важное и переломное время в жизни каждого белоруса. Студенты не исключение. Студенчество показало, что презирает насилие и ложь, которые демонстрирует власть. Будущие журналисты не будут брызгать слюной по БТ. Будущие айтишники не будут работать на ворующий режим. Сегодняшние студенты-юристы будут бороться с правовым дефолтом, а медики не будут занижать статистику будущих пандемий. Мы увидели друг друга, увидели солидарность и подставленное плечо на случай беды. Нас увидел мир. Студентов поддерживают диаспоры и заводы. Для репрессированных организованы специальные учебные программы, курсы, тренинги. Мы потеряли доверие к вузам и администрации факультетов, но приобрели боевых товарищей и нечто еще, чего никогда у нас не было. Желание меняться и менять, улучшать, говорить о проблемах не только университетских, но и общегосударственных. Поднимать руку и задавать неудобный вопрос чиновникам, зная, что в ответ мы получим очередной плевок в лицо. Садиться на ступеньки университета, зная, что за это последует объяснительное. Выходить на улицу под своим флагом, зная, что на наш мирный марш уже вызвали насильников в балаклавах. Понимать, насколько черства и бездушна университетская верхушка, насколько важно для Минобра взрастить следующее поколение амеб и трусов. Получится ли у них? Готов или готова ли ты оставить в темных, холодных камерах своих преподавателей и коллег? Готовы ли вы захлопнуть рот и, как ни в чем не бывало, сидеть в аудиториях, слушая нововведенный в учебный план предмет «Роль государственной идеологии в очерствении нации»? Готовы ли смотреть в глаза отсидевшим ни за что друзьям, читать новости про очередного студента в КГБ? Может быть, этой осенью мы не смогли отстоять Алану, Ксюшу, Егора, Глеба и целую симфонию имен и фамилий однокурсников, попавших под посиневшую от напряжения руку репрессивной машины. Этой осенью аудитории опустели не только из-за дистанционки, но и из-за сотен фамилий в списках на отчисление. Опустели общежития, лишившись сотен своих обитателей. Нас посадили, отчислили, заставили уйти, уехать из страны. Нам угрожали и ломали. Нас сдавали, подавали списки в правоохранительные органы с просьбой привлечь к ответственности неблагодарных студентов. Нас запугивали, устраивали публичные казни, нас давили лицом в грязь, пачкали нашей кровью одежду, дубинки и полы автозаков. Они думали, что разнарядка выполнена. Эти малолетки наконец заткнутся и станут выполнять то, с чем так хорошо справлялись предыдущие годы. Молчать и терять уважение к себе. Они думали, что это конец для нас. Это только начало. Дорогие студенты, я горжусь вами. Несмотря на все отчисления и репрессии, вы продолжаете отстаивать свою позицию. Весь первый семестр 2020 года вас вызывали в ректорат, вас запугивали и пытались заглушить ваш голос. Я хорошо представляю, как вам было страшно. Каждый из нас испытывал это чувство. Но я вижу, что день за днем, преодолевая свой страх, вы изменились. Вы научились отстаивать свое мнение и отвечать на безразличие со стороны администрации. Вы продолжаете выходить на акции и марши, понимая, что за этим могут последовать репрессии. Ваша смелость восхитила всех, кто привык считать себя взрослыми, а студентов – детьми. Даже ваши бабушки и дедушки вышли на улицы, потому что решили защитить своих внуков. Мы все поняли, что будущее за вами. Вы построите его так, как сами того желаете. А наша задача – помочь вам в этом. Ведь в Новой Беларуси у студентов будет самоуправление. В Новой Беларуси университеты будут свободной и независимой площадкой для развития, а не для встраивания в безликую систему.
В Новой Беларуси Алана, Марфа, Ксюша, Глеб, Яна, Настя, Мария, Кася, Егор, Илья, Вика и все, кто оказался в тюрьме за свои убеждения, будут реабилитированы и названы героями, а не преступниками. В этом году у нас есть новые задачи. Мы должны стоять на своем и не дать себя обмануть. Нас уже обманывают, проводя ненастоящее всенародное собрание и придумывая манипулятивные поправки в Конституцию. Нас уже обманывают, проводя суды по сотням сфабрикованных дел и при этом называя 2021 годом народного единства. Вы знаете, что такое настоящее единство. Это понимание, что вы, ваши родители и ваши бабушки и дедушки вместе готовы к переменам. Единство – это уверенность, что одногруппники и преподаватели подставят вам плечо, как только понадобится. Единство – это то, что у нас уже не отобрать. Давайте держаться вместе и стараться, чтобы в 2021 в Новой Беларуси мы встретили всех наших друзей на свободе, а те, кто был вынужден уехать, наконец-то вернулся домой.